Оливер жив! Ой, то есть, погоди, я имел в виду Тайлера. А, нет, погоди, я имел в виду Оливера. Господи, ситуация становится странной. Такому исходу событий удивился даже Дилан, человек, который скептически ко всему относится. Сейчас расскажу, что странного я в этом вижу. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы нашли пропавшего. Да, Тайлер никому не пишет. Да, он игнорирует даже Брэндона. Но нет, Тайлер никуда не пропадал. Разве что теперь это не Тайлер вовсе. Его нынешнее имя Оливер. Оливер явно был напуган, когда увидел меня и Дилана. А Дилан был явно в недоумении. Какого черта здесь происходит? Признаться честно, я тоже был в афиге. Напомню, началось все с подарка театральных билетов от Саймона Солуса, бывшего управляющего этим общежитием. Он же точно хотел, чтобы я увидел новую жизнь Тайлера. Но зачем? Неужели он кому-то мстит? Короче, картинка пока что вообще не складывается. И если бы тут реально у всех налево-направо стирали память, то... мы бы поняли это хотя бы по Дилану, наверное. Но нет, смотрите-ка, живее всех живых. Вроде бы все с ним нормально, да? Так, в любом случае, всем доброе утро, как говорится. Проверяем время, 6:22, проверяем акции и здесь у нас... Ого-го! Ребят, я просто напомню предыдущую серию. Падение, падение, еще падение. И вот оно. Допадались до 105. А, нет, даже до 102. Так, и, кстати, сейчас 6:29, должно быть еще раз обновление. О! 135, боже! Давай проверим, сколько я выручу, если все продам. 10 800. Мало, надо больше. Мало. Так, будем ждать роста до 500 СТ за акцию. Да, это будет натуральный стонкс. Кстати, доброе утро, Дилан. Да, доброе. Чё кричишь-то? Слушай, сказать кое-что хотел. Тайлеру ведь не просто стерли воспоминания, да? Ему каким-то образом дали другую личность. Я могу представить, как вызывают какую-нибудь амнезию или что-то в этом духе, но это... Как можно изменить кому-то личность? Как можно изменить жизнь целиком? Надо думать. Надо думать. Но знаешь, Дилан, я думаю то, что у Тайлера не полностью пропала личность. Я думаю то, что какой-то вот этот настоящий Тайлер все еще там живет. Я очень на это надеюсь. Кстати, доброе утро, Карл. О, привет, Ло. Как видишь, я убрал все вредные для животных цветы. Грустно, но безопасность кошек важнее. Зато теперь Чет и Дилан могут быть спокойны за своих питомцев. А я могу пускать обилку к себе в комнату. Надеюсь, они будут довольны. Будут, конечно. Погоди, а ведь и правда, обилка ни разу сюда не заходила. А, и цветы пропали, смотри. Тачка теперь просто пустая, здесь пусто. Остается только, что это? Азалия, Энциан. Ель, ты тоже хочешь перенести? Серьезно? Давай заранее проверим Брэндона. Опа. А Брэндон, походу, уже проснулся, да? Где-нибудь здесь умывается, верно? О, умывается, ладно. Так, акция. Еще растет. 137 почти. Ай, да, хорошо. Давай, вырасти до 500. Ну ладно, до 1000. И тогда я продам. Я шучу, конечно, но я точно продам только в плюс. Я не буду продавать в минус, знаете это. Кстати, до начала этой серии мне пришло напоминание. Напоминание от Лаки Банка. Скоро оплата за чердак. Списание будет через 1 день. Так, а у меня сколько сейчас денег? 6001 СТ, нормально. То есть, если так подумать, будет 3500 здесь, 2500 здесь и еще 160. Ну, короче, мы оплачиваем. Здесь вообще еще целых 19 дней, поэтому не паримся. Ну, наконец-то. Что? Давай, пойдем. Чего? Куда? Да что ж ты... Я не хочу, чтобы Карл мешал нашему разговору. Пойдем. Ладно, допустим. Ребят, а вы чего? Сейчас, погоди-ка. Ну да, еще же рано идти. Куда это вы? Да, прогуляться хочу перед парами. Чего? Ты, Дилан? Знаешь, а я бы тогда тоже прогулялся. Да, сейчас только надо вещи собрать. Да, не, Карл, ты не торопись.
Давай лучше встретимся где-нибудь у автобусной остановки, ага? Когда надо будет выезжать. Ну, ладно. Я понял тебя, Дилан. Эх, блинский, блин, ну что ж такое-то, не получилось. О, господи. Ладно, пойдем. Не фартануло прокатить Карла, да? Вот эта вот комната, интересно, здесь вообще кто-то когда-то будет жить? Она же все еще не открывается. Так, Дилан, стой, я за тобой. О чем ты хочешь поговорить? Ох, какой же ты Да долгий. тихо, тихо, Ло. Блин, я, честно говоря, до сих пор не могу поверить, что увидел реальные доказательства всего. Я не ожидал, что что-то из твоих записей когда-нибудь подтвердится. Я ведь на самом деле верил, что ты сошел с ума. И до сих пор, честно говоря, верю. Ты еще не успел мне доказать существование магии, помнишь? Но нам стоит быть осторожнее. Если возможно превратить Тайлера в другого человека, мы должны не допустить, чтобы это произошло с нами. Но почему же с нами до сих пор ничего не произошло? Блин. Во всем этом надо еще разбираться. Во, я тоже задавался этим вопросом. Дилан-то он, ну, вроде как пучком, все нормально. Хотя, может быть, с ним что-то происходит, но незаметно. Настолько незаметно, что даже я не замечаю. А может быть, нам стирают воспоминания. Просто представьте то, что на самом деле... О, господи. Ребят, привет! Ох, боже! Что-то вы сегодня рано вышли! Да, это правда. Ну ладно. Так, что, ребят, давайте тогда садиться. Да, давайте. Так вот, просто представьте то, что на самом деле что-то происходит, но в итоге даже я этого не знаю. О, Шерон? Что? Погоди, это... это просто заскриптованное, она просто едет. А я сначала подумал, что мы с ней поговорим. Так, кстати, это открылось. Здравствуйте, здравствуйте. Погодите, не уезжайте. Торговать. Проверим, что-нибудь появилось или нет. Станция, кофта, постеры. Да уж, как обычно, ничего, ну... Что это? Электрогрелка, мишутка. Неактивно, заряд 100. Я хочу купить, и я куплю. Неактивно. Ой. Подожди. Смотри! Мне дают холодостойкость и иммунитет. Вау! Помните, у меня было примерно 2-3 серии назад то, что я сижу в парке, и мне стало холодно. Так это, оказывается, реально заложено сюжетом. Вау, блин, 10 из 10. Я понял. Так, погоди. Не надо, не тратим. Заряд уже 92. То есть, получается, если в один момент мне станет холодно, я просто активирую, получаю вот эту холодостойкость и иммунитет, и радуюсь жизни. Так, ребят, сори, что заставил ждать. Здравствуйте, водитель. Оплатить универ. Внимание, автобус отправляется. Благодарю. И прямо сейчас, я так понимаю, у нас будет самое, что ни на есть типичная учеба, да? Но, напомню, у нас на этой учебе есть совсем нетипичный человек по имени Ричард. Каждая встреча с этим Ричардом — это что-то интересное пока что. Здравствуйте. Не поговорим. Наши идут. Джена, привет. Да-да-да, приветики. Чё надо? Сегодня все утро смотрел тик-таки. Чуть не опоздал, блин. Еще посмотрю. Чё? Тик-таки? Я тоже хочу тик-таки посмотреть. Тик-так. Короткие горизонтальные видео. Огромный простор для самовыражения. Скачать. Погоди-ка. А я ведь видел это приложение еще, по-моему, в самом начале. Открыть. Всем привет моим любимым подписчикам. Отдельный привет моей самой преданной подписчице. Еще раз привет. Мам, у меня, если что, все хорошо. Да, блин, слушай, Карл, а ты уверен, что мне не стоит уйти? Нет, ты оставайся, ты не мешаешь, Сет. Блин, а ты не хочешь хотя бы камеру поближе поставить или что-то в этом духе? Твой цветок же вообще не видно. Эх ты. Сори, я молчу, забей. Да. Простите, это мой новый сосед, Чет. Он у меня болтливый, да. Сегодня, в общем, я хочу рассказать вам об одном из моих самых любимых растений. Вот. Дианея мущипула. Это редкое растение семейства росянковых. В наших широтах оно совсем не водится. Вот. Его особенность заключается в системе питания. Дело в том, что это растение-хищник. Оно питается в основном пауками и насекомыми. Вам это растение, вероятно, известно под названием венерина мухоловка. В качестве ловушки выступают листья с особыми чувствительными волосками. Чтобы мухоловка захлопнулась, нужно оказывать давление. Как минимум на 2 волоска, да. Так, это умное растение убеждается, что это не лесной мусор или там какая-нибудь капля росы, вот. А после того, как ловушка полностью закрылась, начинается пищеварительный процесс.
Обычно ловушка переваривает пищу за 1-2 недели, а затем снова раскрывается. Такое питание позволяет этой очаровательной хищнице восполнить недостаток азота. А если вы хотите завести такую дома, нужно учитывать несколько важных деталей. Это болотистое растение, поэтому ему нужна очень высокая влажность и много солнца. Если в вашей местности его недостаточно, досвечивайте специальной лампой. От переедания мухоловка может заболеть. Кормить ее надо примерно 2 раза в месяц. Ну а в качестве корма выбирайте негрызущих насекомых. А то из жертв они легко превратятся в хищников и могут повредить ловушку. Вот, на сегодня все. Поставьте лайк, если вам понравилась мухоловка и чат. Пока! Всем привет моим любимым подписчикам. Черт возьми, это было шикарно. И он снова повторяется, прям как в ТикТоке. Как же это круто. Так, а что еще есть? Мускул Чарм. Ой-ой-ой. Слушайте, ребят, давайте, наверное, давайте некоторые... Вот типа вот этот вот тик-так я покажу на бусте. Ссылка на бусте в описании. Я уверен, что здесь этих тик-таков дофигища. Поэтому да, Брэндона, наверное, на бусте. О, Жак Лайнс. Это Жаклин. Снимаешь? И там даже я, чего, смотри, болтаю с Брэндоном. Не, это тоже на бусте. Так, волонтер 35. Мы с Луисом кормим этих малышей по очереди. Нифига себе, сколько здесь лайков и просмотров. Волонтерский центр регулярно закупает корм для приютов. И часть этого корма мы отдаем сотрудникам завода. Вы посмотрите, какие они хорошенькие-то, а. Вы можете поддержать работу нашего центра, оформив разовое или ежемесячное пожертвование. А также вы можете вступить в наши ряды и помогать другим вместе с нами. Вот. Давайте вместе дарить миру счастье. Как это клево. Блин, я не могу. Они реально реализовали ТикТок в виде ТикТака. Так, что еще? О, стоп, что за... Эй, чем пахнет твоя мамуся? Что за... Да не парься, чел, это был просто пранк. Я заснял. Подписывайтесь на канал, чтобы не стать жертвой моих пранков. Господи, это просто шедевр! Это шедевр! Ай, да все, отстань. Так, можно отсюда выйти, да? Да уж, это было реально офигенно. Слушай, в этих тиктаках можно сидеть и сидеть. Но, опять же, ребят, по ссылке в описании мы посмотрим на эти тиктаки. Я так понимаю, что их там может быть очень много. И... Здравствуйте. Чё? Блин, надеюсь, я сегодня ничего не завалю. Удачи вам. Шерон, привет. Что? Кто? О, привет. Лолошка? Блин, вчера я снова убежала. Прости за это. Да ладно, я с Диланом сходил в театр. Просто я не очень хорошо с этим справляюсь. Знаешь, почему я так остро тогда отреагировала? Ну, в моей квартире. У меня больше не получается использовать свою вспышку. Я всю жизнь ее ненавидела, всю жизнь мечтала от нее избавиться, потому что я думаю, что мне не повезло. Я оказалась слабым мироходцем, Ло. Научилась сохранять воспоминания только в подростковом возрасте. Из-за этого я не помню своего детства. Я не помню своего родного мира, семью. Я даже не могу переносить с собой вещи. По всем мирам к мироходцам относятся со страхом и презрением. Да, есть миры, где о мироходцах почти ничего не знают или вовсе не знают. Меня даже однажды в таком мире приютила пара. Я попыталась там остаться. Я прожила с ними несколько десятилетий, завела друзей. А потом узнала, что мироходцы живут дольше, чем обычные люди. Я не могла вести полноценную жизнь ни человеком, ни мироходцем. Да, я знаю то, что и в этом мире живут обычные люди. Но здесь я хотя бы могу отдохнуть от преследований. Могу наконец-то исполнить мечту. И по итогу я поняла, как сильно полагалась на свою вспышку только тогда, когда не смогла ей воспользоваться. Я по-настоящему испугалась, что не могу ее больше использовать, понимаешь? По итогу мне потребовалось время, чтобы осознать, что случилось то, чего я хотела все это время. Быть мироходцем всегда ощущалось мной как какое-то проклятие. И вот оно, казалось бы, наконец-то, мое проклятие снято. Я могу прожить полноценную, спокойную жизнь.
Именно поэтому я так благодарна, что ты и правда меня ни во что не впутываешь. Ло, спасибо тебе за все это. Я рада, что нашла кого-то настолько понимающего. И я бы очень хотела остаться друзьями, узнать твою другую сторону. Ту, которая не занимается мистикой и расследованиями каждую секунду. У тебя же есть эта другая сторона? Нормальная жизнь. Блин, мне, кстати, уже пора на пары. Но я рада, что мы поговорили. Давай, пока. Так, ну вообще, вот этой другой стороны, вот этой другой жизни у меня, честно, нет. Я, по-моему, первый раз встречаю мироходца, который так открыто говорит о том, что он ненавидит быть мироходцем. Ее можно понять, потому что вот просто представьте, да? Вы живете, вы в одном мире пожили, в другом мире пожили, в другом мире пожили. И там, в каждом мире, вы нашли друзей. А теперь просто представьте то, что вы не стареете, а ваши друзья постепенно уходят, назовем это так. Рано или поздно, конечно, хочется прожить нормальную жизнь, но, Шерон, ты упускаешь кое-чего главного. То, что ты не можешь телепортироваться, не означает, что ты не будешь стареть. Ее логика мне не совсем понятная. Черт. Боже мой. Черт. Тебе что такое? Да у меня 10 пропущенных от мамы. Боюсь теперь перезванивать ей. Черт. Ну, вот у кого-то такие проблемы. Ладно, в любом случае, у нас есть свои проблемы, а именно учеба. Кабинет 207. Ричард есть. На базе, на месте. Так, здесь не поговорить ни с кем. С Реном не поговорить. Так, остается... Ника, привет. О, Лолошка. Доброе утро. Сейчас-ка погоди. Так, ага. Я надеюсь, тебе передали, что у нас промежуточный, да? Я вчера, если что, объявила об этом после пары, когда ты уже куда-то ушел. Ай, опять 25. Если что, у тебя сегодня экзамен по вождению. Не забудь. Что? Эй, Лолошка. Эй, здорово, слушай, садись со мной. Да-да-да, сейчас, погоди, Ричард. У тебя сегодня экзамен по вождению. Боже! Это же то самое вождение, на уроках которых я спал. А как я буду это сдавать? Так, ну ладно, давай сядем. Вот так. Ну, давай, колись. Чё думаешь про промежуточные? Я вот не уверен насчет местного уровня образования. Но родители все равно заставляют меня ходить сюда. Вообще, как ни странно, дипломы Лаки Чармса котируются во всем мире, прикинь. И ценятся даже довольно высоко. Опять ты говоришь так, что я ничего не понимаю. Так, кстати, если чё, я сегодня свободен. Ты как это? Сходим куда-нибудь? Ну, да, пойдем. У меня сейчас экзамен, но можно потом. Блин, да, у меня же экзамен, точно. С чего ты резко стал таким дружелюбным? Ну, у меня сейчас экзамен, давай потом. Реально? Потом? Сейчас, погоди. Ну, вообще я могу подождать тебя, если хочешь, конечно. Блин, потом. У меня сегодня как раз весь день свободен. Так это, тогда давай так. Схожу на фудкорт, пройдусь по магазинам и вот тебя подожду. О, слушай, а вот это по-нашему. Да, давай. Не, я не хочу тебя беспокоить. Захвати мне чего-нибудь похавать. Давай. Че за... Ты че, по-твоему, какой-то курьер, а? Да, да ладно, я шучу, что ты. Возьму что-нибудь на свой вкус. Вот и договорились. Давай, удачи тебе. Спасибо. Так, у меня экзамен. И наконец-то я сегодня поговорю нормально с Ричардом. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Так, я помню то, что мне нужно... Что за... Почему ты такой улыбающийся? Да? Да просто автомат, прикинь. Халява пришла. У меня автомат. Поздравляю. А у меня меч. Так, Блинский, я в итоге забыл, что хотел сказать. Что-то связанное с учебой. А, мне, наверное, нужно, получается, сейчас туда, где мы обычно учились вождению, но перед этим здравствуйте. Опаздываю. Блин, уже надо бежать. Что ж я... О, это та самая студентка, которая, помните, с другой студенткой обсуждала прогулы. Здравствуйте. Что-то как-то холодновато сегодня. Рано же еще для минусовой температурки-то. А ты грелку себе купи, его красивая. Ладно, все, не отвлекаемся. Кабинет 302.
Подожди, чего? 15:00, и время при этом, кстати, не двигается. Ой, кстати, а что у нас по акциям? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нет, вот это мне не нравится. Не надо падений, не надо. А вот то, что я не могу зайти в кабинет и время не двигается, означает только то, что я что-то пропустил, причем пропустил что-то важное. Да, иногда тайминг становится на стоп, потому что я просто мог чего-то важного не доглядеть. Возможно, с кем-то важным не поговорил. Я думаю, сейчас мы это обязательно узнаем. О, Дилан! Возможно, вот ты та самая важность. Привет. Да, я здесь. Не все же время дома сидеть. Все? Это весь диалог? Будет забавно, если я сейчас действительно смогу зайти, что? То есть вот этот диалог с Диланом, это действительно двигатель процесса. Ладно, ладно. Всем привет, я, видимо, опоздавший. Так, что тут у нас? Ну что, студенты, все в сборе? Да, вроде бы. Ну вот и хорошо. Сегодня мы на практике узнаем, насколько хорошо вы усвоили теорию. За мной, студенты! О, и что же мы будем делать-то, а? В общем, каждый из вас сейчас сядет за руль и будет убирать пшеничное поле. Вам, студенты, надо убрать секцию целиком. Если справитесь с заданием за 30 минут, поставлю зачет. Когда закончите, можете уходить или, ну, на остальных посмотреть. Так. О! Ты! Иди первым. Что, я... Ой, а где мы? А, мы в промышленном районе. Сейчас, погодите-ка. Задание. Для получения зачета нужно убрать пшеничное поле. Это должно быть еще легче, чем убирать его вручную. Ну, в целом, да. Так, задача убрать пшеничное поле. Так, О-хо-хо! Ты что, издеваешься? Вот это все поле? Или вот эту ячейку? Да, я так понимаю, то, что для каждого студента по ячейке. Ну, ладно. Ой, заводись, колымага! Поехали! Господи! А, во, у меня таймер. 1 минута 50 секунд. Но мне же сказали полчаса, это нечестно. Так, колымага, разворачивайся, господи. Сейчас скрипит, бедняга. Господи Иисусе! Я очень надеюсь, что надо всего лишь вот это убрать. Вот эту вот маленькую ячейку пшеницы. Потому что если мне нужно убрать все, то тогда вопрос, что останется другим. Так, тихо, у других не забираем. Сори. Какая же неповоротливая махина. Все. Задание «Синий трактор» выполнено. Для получения зачета нужно убрать пшеничное поле. Так, окей, я все сделал. Ох, хорошая работа. У тебя зачет, парень. Ложка, да? Да, все правильно, это я. Окей, запомнил. Можешь идти отсюда. Спасибо. Так, а подожди, а мне же с Ричардом надо, да? О, да. Нас сразу сюда телепортируют и... Хе-хей, Ричард! Прости, что так долго уже вечереет. Я здесь. Блин, ну парень, поздновато ты. Сейчас. Погляди, бургер уже остыть успел. Забирай. Ага. Ну ладно, теперь крутые новости. Смотри, какое видео я снял для своего канала. Чего, тик-так? О, прям так будем смотреть? Прикольно. Интересно, чем же занимается Ричард в свое свободное время? Это что за... Это... Че? Ты козлина, иди сюда! Не такого я ожидал, честно говоря. Да, ну как оно? Видал, как он завелся, а? Уверен, этот видос наберет до хрена просмотров. Да уж, Ричард. Не думал, что ты такой говнючела. Это жестоко, прекращай, Ричард. Круто! А можно снимать видео с тобой? Блин, Ричард, зачем ты это сделал? А что, если он заболеет? Давай, наверное, про заболеет. О, ну да. Заболеет. Ничего с ним не будет, не парься. Я думал даже предложить тебе присоединиться, если чё. Ну ладно, видимо, это не для тебя. Ну, мне ж больше просмотров. Вообще, знаешь, парень, тебе стоит легче ко всему относиться. Ты как-то реально перебарщиваешь. Прошу прощения. А мне кажется, Ричард, что это ты перебарщиваешь. Молодым людям твоего возраста стоит уделять больше времени учебе, а не этим твоим детским шалостям. Не хочу это слышать от того, кто так облажался. Ну что ты вообще рассчитывал с таким самодурством, а? Ох ты ж ты. Это говорит парень, не видевший реальной жизни.
Или родители наконец разрешили тебе стать самостоятельным, Да... Слушай, прошу прощения, мистер Ричард. Кажется, я сильно тебя задел. Не думал, что хватит одного упоминания родителей. На этом я отклоняюсь. Всего доброго. А кто-нибудь объяснит, что происходит? В смысле... Расскажи. Да ладно, че он там понимает? Даже с простой работой справиться не смог. Блин, все настроение мне испортил. Знаешь, я пойду, наверное, а? А то еще вдруг он что-нибудь скажет моим родителям. Давай, пока. Классика непонятного уровня. Еще раз хочу прочитать. Я думал предложить тебе присоединиться, но, видимо, это не для тебя. Тебе стоит легче ко всему относиться. Ты перебарщиваешь. Ну, вообще он говорит как какой-то, знаете, мажористый мажор, который никого не уважает. То есть ничего прям такого сверхъестественного в этих словах я не вижу. Меня скорее здесь смущает Саймон, который, как обычно, появляется из ниоткуда, говорит какую-то фразу, от которой больше вопросов, и уходит. Все. Но то, что Саймон дал мне билеты на театр, в театр, точнее, где Тайлер в виде Оливера, это, конечно, уже интереснее, потому что Саймон явно на какой-то, я бы хотел сказать, нейтральной стороне, но у него явно своя цель. И, возможно, сейчас эта цель просто отомстить тем, кто его уволил. Ладно, хватит, наверное, болтать лишнее, 18:50 уже на таймере. Все, поехали. Кампус Lucky Charms. Йоу, ёкарный бабай, жму! Спасибо. О, Брэндон, Карл, здрасте. А теперь, дамы и господа, момент истины. Проверяем акции, и они... ну ё-моё, 131. Давайте мне 145. Тогда я хотя бы могу задуматься о том, чтобы продать. Я просто так храню деньги в банке. Ну реально. Также не забываем о том, что на чердаке можно прокачаться. Привет, мастерская. И... практика завершена, спасибо. Давайте мне ремесло. И сколько на самом деле сейчас у меня ремесла? Вопрос. 42. Напомню, когда будет 45, я смогу сделать себе алмазную кирку. И наконец-то она будет зачарована на эффективность и удачу. Далее мы заходим в алхимическую лабораторию. Давай. Ага, лабораторная окончена. И у меня было, я помню, сколько? 7? О, прям на глазах. Прям на глазах увеличилось, я прям это точно заснял. 8 теперь. Так, здесь у нас получается ингредиентики. Создавать я ничего пока что не буду. Если по сюжету эта лаборатория понадобится, то я буду только за. Кстати, склад. Что-то я про него совсем забыл, пока... Ло, слушай, я вопрос хотел задать. А как ты с Диланом так сильно поладил-то, а? Я знаю его уже 2 года, но он никогда себя так не вел, никогда. Я просто не понимаю этого. Почему ты единственный, с кем он хочет проводить время-то, а? Нет, прости, я не то чтобы ты плохой, и... Я ничего такого не имел в виду, Ло, правда. Просто я годами пытался найти к нему подход, правда. И ему было все это время плевать. Хотел бы я уметь налаживать отношения, как ты. Это из-за того, что ты его мясом кормишь, да? Видимо, я никогда не смогу с ним поладить. Плевать. Ну... А может быть, потому что я кормлю его мясом, действительно. Кстати, об этом, блин. А давно я не дарил подарочки. О, Брэндон, привет. О, господи, Ло, что пугаешь-то? Блин, я сегодня забыл про промежуточные, прикинь. Почему мне Карл не напомнил о них? Ну почему он это... Он же знает, что я о таких вещах постоянно забываю. Мне теперь на дополнительные занятия ходить. Как можно такого красавчика запирать в университете? Ну ты погляди на меня! Черт! Ну ничего. Слушай, у Карла на самом деле дофига своих забот, Брэндон. Давно мы, кстати, с тобой нормально так не общались. Но вот как раз таки, вот знаете, в такие моментики я вспоминаю о том, что нужно подарочки дарить. Всякие гаечные ключи, тартар из сырого мяса. Сейчас мы берем сырую говядину. Далее мне нужна миска, которую я куда-то просрал, да? Черт. Также мне нужен медный слиток. И тут же создаем гаечный ключ. Все, это у нас точно будет Брэндону. Но все-таки это подарка ради. Вот, держи. Да, моя бабушка дарила мне такое, когда я был ребенком. Да, я помню, ты уже говорил. Так, далее мне нужен, получается, говяжий тартар. Дилан, Что? А, это ты.
Слушай, ко мне сегодня Карл весь день навязывается. Я тут пытаюсь найти что-то, а он... Не ввязывать же его в это, верно? Ага. Как же его отвадить от нас, а? А может быть, я что-то предложу? Нет? Так, в любом случае, у меня говяжий тартар. Вот, возьми. О, чел, вот это реально круто. Спасибо. Пожалуйста. Какие у меня отношения? Давай сразу. Равнодушие 55, почти доверие. Брэндон 62%, тоже доверие. А, ну и погоди, а что я туплю-то? У меня есть костная мука, прямо сейчас берем и дарим Карлу. Вот, сделать. Ой, Ло, спасибо. Как ты догадался, что это именно то, что мне сейчас нужно? Ну, я посмотрел, чем ты занимаешься, и такой... Да, честно говоря, я даже не думал. Чет, привет. О, Ло, Карл сегодня весь день какой-то мрачный. Знаешь, у него, кажется, что-то случилось. Как думаешь, Дилан что-то сделал? Я видел, как Карл странно смотрел на него. И на тебя тоже, если что. Да, ну ладно, я не понимаю, в чем дело, а мне он не говорит. Попробую разговорить его, что ли. Уж в этом у меня проблем не будет. А почему все за меня решают? Я не понял. Я сам могу поговорить с Карлом. Да, Карл? Я пытался поговорить с Диланом, а он просто выгнал меня. Сказал, что ему не до меня. Я не очень хочу говорить, Ло, прости. Эх, Дилан. Слушай, мне кажется, это надо обсудить. Ну чё, мы же все это... Друзья, мы эти, как, сокамерники, соблочники, состуденты. Мне кажется, то, что сейчас они все повздорят, но так как у меня будет нормальное отношение со всеми, кроме Чеда, кстати, да, кроме Чеда, потому что его до сих пор нет, я буду тем самым связующим звеном, которое, ну, не знаю, всех помирит, все поладят из-за меня, потому что, опять же, никто не захочет со мной ссориться. Я же подружился. Будем за этим следить. Кстати, у меня такой микроспойлер, на самом деле это большой спойлер, этот сезон будет длинным. Все, на этом я буду постепенно заканчивать. Не забываем о том, что мы до сих пор не знаем, кто ж такие уборщики. Ну а так, конечно же, не забудьте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Все ваши микронажатия — это огромный буст к мотивации. Также не забывайте про тик-таки. Я выложу какую-то часть на бусти, потом какую-то часть мы посмотрим здесь, ну, на ютубе. Просто если я буду все-все-все смотреть, то это наверняка будет, ну, нерациональная трата времени. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Пожалуйста, это вот прям в последнее время супер важно. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и Бургер. И повздорившие соседи. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.